Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео будем с вами разговаривать, ну и, собственно, смотреть одно очень интересное место. Как вы можете, забрался я довольно далеко. Это, если что, друзья, Млечный Путь. Сегодня у нас будет кладбище разбитых анаконд. Обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Говорю сразу, чтобы сюда попасть, ребята, мне пришлось много чего сделать. Ибо корабли сюда просто так не долетают. Эта система у нас называется HD76133. И прикол, собственно, вот в чем. Как бы, ну не то чтобы прям очень далеко от пузыря, от системы Sol нас отделяет примерно, ну там 2000, может 3. 3000 световых, но разговор не об этом. Разговор в том, что мы идем очень-очень высоко наверх. То есть кораблем вы сюда не пропрыгаете. Только на флотоносце. То есть вот где у нас находится наш пузырь. И вот, собственно, где находимся мы. И то, на флотоносце, ребята, тут тоже прыгать такое себе. Ибо единственное, что нам позволяет сюда прыгнуть, это вот эта вот часть. Да. То есть тут примерно 340 световых, ну а дальше прыжки по 500. Летел сюда не то чтобы прям долго, но время на это я потратил. Ибо плотность звезд тут намного-намного меньше. Жалко, конечно, что все на корабле, но все же у вас есть я вам все покажу, чтобы вы не мучились, не тратили время и так далее. И у многих еще просто нет флотоносца, да. В этой системе нам нужна, получается, третья планета, и там будет сигнальчик. Называться он будет таким вот образом. Ultimate Destination. Погнали смотреть, что и как. О, там даже день. Повезло. В общем, летим. Находиться это все дело будет в этом огромном кратере. Интересно, с какого расстояния я смогу уже их увидеть? Окажется, я их уже вижу. Да-да-да, эти мелкие точки. Прям... Да-д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 а. Вон, обратите внимание. Вон они раскиданы. Давайте-ка подлетим поближе. Так, ну их тут оказалось больше, чем было видно изначально. Довольно-таки много. 12 анаконд. Серьезно, серьезно. Давайте высаживаться на ТРП, ну или пешком. Выглядит, конечно, такое, как находишься не на корабле, а на ногах, либо в ТРП, довольно крышесносно. Просто какое расстояние тут между ними еще находится. Это прям, да, еще не так воткнуты, что капец. Особенно вон те и вон та, прям чуть ли не под прямым углом. Давайте искать различные маяки. Может быть, будет понятно, что да как. Спорим, что не знали, что у Анаконды есть дополнительное кресло? Вот оно. Его, правда, плохо видно за этими размытиями в плане холода, обледенения и так далее, но оно есть и находится вот тут. Минуточка фактов. Чё-то я ищу, и нифига. Это уже не первая Анаконда, которую я высматриваю. Нет, конечно, прикольно то, что они тут побитые валяются и так далее, но хотелось бы, конечно же, какой-нибудь навигационный маячок просканировать или маяк связи, видели такие мы с вами на наземных базах, когда я занимался видосами касательно новых моментов из лора, будь то даже, вот сейчас вылезет подсказочка, эксперименты над торгоидами людьми и по кораблям там такое было, тоже эксперименты над торгоидскими кораблями, чтобы люди их пилотировать могли. Но что-то как-то вообще пусто, да и плюс... вот, стойте. На сенсоре кое-что есть. До этого не появлялось. Так. Интересно. Они ведут меня куда-то в ту сторону, но мне кажется, это остаточное от моего корабля, поэтому давайте-ка, знаете что, корабль я отсюда уберу нафиг. И будем смотреть. Надеюсь, что-нибудь-то я найду. Стоять, а будет видно, как мой красавец улетит? Да, полетел. Ну да ладно, я на поиске, ребята. Как что найду, дам знать, естественно. Надеюсь, что-нибудь найду. В принципе, историю этого места я знаю, но хотелось бы именно на, так сказать, собственноручно напороться на эту инфу. И да, корабль улетел, и все это дело пропало. Я эту ТРП, кажется, к концу видео раздолбаю уже. Тут слишком неровная поверхность. Но при всем при этом у каждого из них есть такие звуки. Сейчас я сделаю погромче, чтобы вы поняли, о чем я.
Но при этом нифига нету. Не, вообще ничего тут нету, кроме этого. Ну ладно, раз тут ничего внутри игры у нас не прописано в этом плане, то сейчас я вам зачитаю, что вообще тут происходит. Вообще тут должен быть навигационный маяк. У меня такое ощущение, что что-то не так с Одиссеей, поэтому давайте-ка все-таки зайдем в горизонты, прежде чем я вам буду зачитывать все остальное. Не знаю, как вам, друзья, но в горизонтах мне нравится что-то побольше, как тут сделано. Тут у нас и вон видны огромные царапины а-ля пробоины. В общем, давайте искать навигационный маяк, который должен здесь находиться. Это, блин, единственное, что я нашел. При этом я даже пользовался уменьшением и увеличением, так сказать, нашего маленького радара. И чё-то как-то, ну, нифига. Конечно, туристический маяк — это у нас космическая тема, типа в космосе, но она бывает на планете. И тут как бы написано на вики то, что можно найти на месте крушения, и я фиг его знает. Пишите в комментарии, если вы нашли. Потому что я, ну, не могу. Ну как вам еще показать то, что здесь нету этих туристических маяков, и нифига вы толком тут не узнаете, кроме как продемонстрировать то, что я искал, облетел все, поменял версию игры, и нифига, собственно, нет. И для тех людей, которые будут писать, вот, подготовился бы к видео и так далее, подготовился, ребята. И, по-моему, вот такой способ донесения информации самый оптимальный. И да, естественно, систему я тоже сканировал, причем и в горизонтах, и в Одиссее, и даже засканировал местные флотоносцы свой и еще какой-то. Следующая вся информация будет зачитана с вики, ссылочку оставлю в описании. Кладбище Анакон представляет собой интересное место, расположенное в системе HD 76133 на поверхности планеты 1С. По координатам, но я их зачитывать не буду с вашего позволения, оно состоит из нескольких разбившихся анаконд, которые отправили систему в рамках экспедиции Distant Stars в 3303 году. Это событие увековечено туристическим маяком 0706, который можно найти на месте крушения. Ага, сейчас, конечно. Прям нашли. И, собственно, история Distant Stars HD 76133, расположенный в звездном скоплении М67, был выбран организаторами экспедиции Distant Stars в качестве конечной точки путешествия из-за его удаленности, перспектив и еще одного уникального качества, поскольку обычные корабли могут достичь необходимой дальности прыжка в 220 световых лет и добраться до системы только с помощью вброса в ФСД, а HD 76133 не имеет нейтронной звезды рядом, путешествие считалось односторонним. Прибыв в систему 29 января 3303 года и формально завершив экспедицию, пилоты намеренно уничтожили свои корабли, врезавшись в поверхность HD 76133-1C, поскольку им не хватило дальности прыжка, необходимой для выхода из системы. Обломки их кораблей образуют кладбище, собственно, Анаконд. И первое спасение кораблем-носителем. HD 76133 был местом первой в истории спасательной операции с участием корабля-носителя. 9 июня 3306 года с топливными крысами связался клиент, застрявший в системе несколько месяцев назад. Спустя некоторое время, затраченное на подготовку своего корабля-носителя Дрейк, в Ратнест, принадлежащего командиру Ратмама, клиент был благополучно спасен и возвращен в пузырь в течение нескольких часов. Как-то так. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья, и вроде уже почти 500. Да, почти 1500 видео отснято, говорю о том, сколько снято, чтобы вы понимали, какое количество контента в этой игре имеется, и чтобы вы не слушали тех, кто вам будет говорить, что она пустая и заняться здесь нечем. Поверьте, есть чем. И примерно 1/5 всех отснятых видео я структурировал в различные плейлисты. В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, реобзоры кораблей, материалы, данные, стражи, торговли, те же самые интересные места, различные сигналы, вооружение корабельное, вооружение ручное, комбинезоны, и инженеры на все это дело, и много чего еще. Но все же общий пласт информации в одном большом плейлисте по элитке. Плюс будут и ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом касательно различных игр, там, собирать компашку, чтобы играть хоть в КС, хоть в дотку, да во что угодно. Я вас не осуждаю, сам играю в различные игры как по жанру, так и по сеттингу. Вы это заметили уже по стримам. Также моя эскадрилья имеет
уже минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои системы, свои станции, космопорты и так далее. И мы расширяемся. Если хотите в этом поучаствовать, вам, друзья, в Discord. Там подробные правила вступления и так далее. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.